Дикие мустанги — символ свободы американского Запада, олицетворение духа фронтира, дикой природы и силы. Но за романтичной картинкой скрывается тревожная реальность. Сегодня эти животные стали обузой для государства и объектом систематического уничтожения. Когда-то мустанги свободно паслись на миллионах акров прерий. Однако с расширением скотоводства начался конфликт интересов. Фермеры и ранчеры утверждают, что лошади уничтожают пастбища, предназначенные для домашнего скота. Это привело к появлению программы по контролю численности популяции, координируемой Бюро по управлению земельными ресурсами, БЛМ. Вместо защиты, как можно было бы ожидать, дикие лошади все чаще подвергаются жестоким методам. Массовые загонные операции, во время которых животных сгоняют вертолетами, нередко приводят к травмам и гибели. Захваченных мустангов отправляют в переполненные центры содержания, где они проводят всю жизнь в запертом пространстве. Но это еще не худший исход. Некоторые программы, хоть и официально отрицают это, допускают передачу животных на так называемые усыновления, за которыми нередко скрывается последующая перепродажа лошадей на мясо. Да, Америка, где конское мясо запрещено к употреблению, все равно находит способ заработать, отправляя этих животных за границу. Финансовая логика проста. Содержать лошадь в живых дорого. Убрать ее с земли и продать на переработку выгоднее. Природа сталкивается с экономикой и побеждает, как всегда, последняя. Но мустанги — это только начало. В некоторых случаях Америка борется не просто с символами свободы, а с целыми волнами пушистого вторжения, принявшего угрожающие масштабные формы. Звучит как пародия, но это реальность. На протяжении истории США кролики не раз превращались из милых зверушек в аграрную катастрофу. Особенно тяжело пришлось сельскохозяйственным регионам Среднего Запада, где эти животные размножались с аномальной скоростью. Самый известный случай массового уничтожения произошел в начале 20 века, когда фермеры жаловались, что кролики съедают все, включая кору с деревьев. Федеральные власти тогда запустили масштабные операции по истреблению. Использовались отравленные приманки, ловушки, ядовитые газы и даже прямое расстреливание животных. В некоторых округах устраивались кроличьи геноциды, где за один день убивали десятки тысяч особей. Позже, в конце 20 века, всплеск популяции повторился в некоторых штатах, включая Неваду и Колорадо. Местные жители снова увидели, как их сады и фермы превращаются в пустыню буквально за неделю. Кролики с их феноменальной скоростью размножения оказались врагами номер один. И на этот раз в ход пошли биологические методы. Зараженные вирусами особи выпускались в дикую природу для сокращения численности. Это была война без пощады. Местные власти даже раздавали призы за головы кроликов. Несмотря на жалобные взгляды и пушистые уши, эти создания оказались слишком дорогими в живом виде, особенно если учитывать ущерб, нанесенный экосистеме и фермерскому труду. Но если кролики хоть как-то вписывались в мир людей, то следующий герой — разрушитель инфраструктуры, враг каналов и дамб. Он никогда не стремился к конфликту, но его инстинкты сделали его нежеланным соседом. Бобры — прирожденные инженеры. Они строят плотины, создают запруды и изменяют ландшафт лучше любого человека. Но то, что в природе может казаться чудом, в городской среде становится угрозой. По всей территории США, особенно в северных и восточных штатах, бобры начали активно селиться вблизи городов и ферм. Их плотины нарушают поток воды, затапливают дороги, поля и даже жилые районы. По оценкам экспертов, ежегодный ущерб от бобриных плотин исчисляется миллионами долларов. Местные муниципалитеты не стали долго терпеть. Началась скрытая, но активная борьба. Животные отлавливаются, переселяются или уничтожаются. В ряде штатов используется смертельный капкан, замаскированный под безобидную ловушку. А в других бобров просто отстреливают ночью, без огласки. Иногда идет еще дальше. Некоторые регионы применяют водоотводные системы, нарушающие работу бобров, чтобы вынудить их покинуть территорию. Но природа берет свое, и животные возвращаются, создавая бесконечный цикл разрушения и противостояния. Столкновение между человеком и природой редко заканчивается победой последней. Особенно когда на кону стоят деньги, инфраструктура и политические баллы. И все же история показывает, что иногда зверь может стать жертвой не по собственной вине, особенно если его обвиняют в преступлениях, которых он даже не совершал. Как, например, тех, кого однажды назвали летящими оленями. Когда думаешь об угрозе национальной безопасности, в голову вряд ли приходят олени. Но в США, особенно в штатах Монтана, Техас и Аляска, именно они стали целью масштабной охоты. И не простой, а с воздуха. С вертолетов. Снайперы открывают огонь по целям, двигающимся сквозь лес и поле. Это не сцена из фильма. Это реальность так называемой программы контроля популяции. Аргумент прост. Олени становятся причиной автомобильных аварий, уничтожают сельскохозяйственные культуры и переносят заболевания, опасные для скота. Но за этими доводами скрываются и финансовые
финансовые интересы. Некоторые охотничьи ассоциации лоббируют законы, позволяющие сокращать популяцию в определенных зонах, чтобы повысить спрос на платные лицензии на охоту. Таким образом, массовое истребление диких животных становится частью индустрии. Особенно жестоко выглядит практика зимнего отстрела, когда животные более уязвимы и слабо передвигаются по снегу. За один сезон могут быть уничтожены тысячи особей. Но общественное мнение часто не в курсе масштабов, ведь все происходит в удаленных регионах. Иногда кажется, что проблема в самих животных. Но что, если виной всему привычка человека к комфорту и деньгам? Возможно, это объясняет, почему даже обыкновенные городские птицы внезапно становятся персоной нон-грата. Голуби в американских городах — это не просто фон для уличных кафе и парков. Для властей Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско и десятков других мегаполисов они настоящая головная боль. Эти птицы засоряют здания, разносят болезни, повреждают исторические памятники своими кислотными экскрементами и даже угрожают безопасности авиарейсов. Некоторые эксперты называют их летающими крысами, подчеркивая, насколько они нежелательны в городском пространстве. Методы борьбы с ними варьируются от безобидных до шокирующих. В одних районах применяют специальные гели и ультразвук, чтобы отпугнуть птиц. В других им подсыпают противозачаточные препараты в корм. Но бывают и более радикальные меры: отлов, отстрел и даже отравление, несмотря на протесты защитников животных. На голубей тратятся миллионы долларов ежегодно. При этом никто не хочет говорить вслух, что дешевле было бы просто уничтожить как можно больше особей и закрыть тему. Но с голубями все же проще. Они маленькие и относительно безобидные. А вот когда проблема достигает длины в 20 футов и весит более 200 фунтов, начинается настоящий хаос. Именно так случилось на болотах Флориды. В самом сердце национального парка Эверглейдс разворачивается настоящая биологическая драма. Здесь, среди болот и мангровых зарослей, хозяйничают не местные животные, а пришельцы. Питоны. Бирманские питоны, экзотические змеи длиной до 20 футов, заполонили огромную территорию и уничтожают все живое на своем пути. Когда-то они были модными домашними питомцами, но как только владельцы поняли, что держать такого питомца дома на удовольствие сомнительное, змей начали отпускать на волю. Так и началась эта экологическая катастрофа. Сегодня питонов в Эверглейдс десятки тысяч. Они пожирают все, от птиц до аллигаторов. Исследования показывают, что в некоторых районах численность мелких и средних млекопитающих сократилась на 90%. Это вызвало колоссальные изменения в экосистеме и привело к официальной охоте. Флорида платит охотникам за каждого убитого питона. Некоторые превращают это в бизнес. Есть даже чемпионаты по отлову и устранению змей, где победителям вручают солидные денежные призы. Живой питон больше не ценность, он угроза. Но самое пугающее, на змеи начали мигрировать. Ученые уже фиксируют случаи появления питонов в соседних штатах. Угроза распространяется, а методы борьбы становятся все жестче. Однако в других районах Америки сражение разворачивается не с дикими зверями, а с теми, кого когда-то любили, гладили и фотографировали в Инстаграм. Но теперь даже они под подозрением. Домашние кошки, казалось бы, самые безобидные и любимые животные. Но во многих регионах США они стали объектами жесткой критики, особенно если речь идет о так называемых свободных или диких кошках, которые обитают на улицах и в пригородах. Согласно исследованиям, эти кошки убивают миллиарды птиц и мелких животных ежегодно. В отдельных штатах, таких как Гавайи и Флорида, кошки признаны угрозой для редких видов. Экологи бьют тревогу. Котики вытесняют местную фауну, разрушая пищевые цепочки. Ответ властей оказался резким. В некоторых зонах кошек запрещают выпускать на улицу без поводка. В других действует программа отлова и усыпления. Приюты перегружены, а благотворительные организации вынуждены выбирать, кого спасать, а кого нет. Особую ярость вызывают колонии диких кошек, обитающие в лесах и парках. Их отлавливают, стерилизуют, а иногда просто ликвидируют. Причина одна: они ценятся мертвыми дешевле, чем живыми. Особенно, когда речь идет о спасении экосистем. Некоторые зоозащитники уже называют происходящее тихим геноцидом. Но большинство американцев даже не подозревают, что за пределами их уютных домов разгорается невидимая война против домашних хищников. Тем временем в другом уголке страны под прицел попали существа, которых вообще не принято считать врагами. Кто бы мог подумать, что корова может стать мишенью? Гавайские острова с их зелеными горами и тропическими лесами кажутся раем. Но даже здесь природа сталкивается с человеческими решениями. Одной из самых неожиданных жертв стали дикие коровы, которые вольготно чувствуют себя на островах Мауи и Гавайи. Эти животные — потомки когда-то домашних стад, сбежавших или выпущенных на волю. Спустя десятилетия они превратились в полностью дикие стада, уничтожающие редкие растения, разрушающие почву и вызывающие эрозию склонов. Местные власти сочли ситуацию критической. Начались рейды с воздуха. С вертолетов
стреляют по коровам, иногда даже используют тепловизоры, чтобы засечь животных в зарослях. Убить одну корову значит спасти гектары редкой флоры. Животные, которые в материковой Америке символизируют фермерский труд и еду, на Гавайях стали врагами номер один. Их мясо не используют, их просто уничтожают и оставляют в горах, чтобы не тратить ресурсы на утилизацию. Некоторые местные жители протестуют, другие одобряют, но в любом случае эта история еще раз показывает, статус животного может меняться в зависимости от географии, политики и экономики. А если к этому прибавить страх, мифы и политическую игру, то на свет выходят истории, в которых правительство само себя загоняет в угол. Особенно, когда речь заходит о хищниках, которых оно же раньше и защищало. Волк — один из самых противоречивых символов американской природы. Его то прославляют как величественного хищника, то демонизируют как безжалостного убийцу скота. Но реальность еще сложнее. Правительство США десятилетиями то защищает, то уничтожает этих животных в зависимости от политической выгоды. В 90-х годах была начата программа восстановления серого волка, особенно в Йеллоустоунском национальном парке. Экологи радовались, популяция росла. Восстанавливался природный баланс, но как только волки вышли за пределы парка и начали нападать на скот, все изменилось. Фермеры потребовали действия. Под давлением аграрных лобби власти начали разрешать отстрел волков. Иногда даже поощрять. В одних штатах можно убивать волков при первой же угрозе, в других выдаются лицензии на контроль популяции. Парадокс в том, что государство тратит миллионы на сохранение вида и одновременно миллионы на его устранение. Официально говорят о балансе, но по факту волк жив, пока не мешает деньгам. Ирония в том, что волка можно уничтожить за считанные сезоны, но люди по-прежнему продолжают играть в охрану природы, не замечая, как убивают то, что пытались сохранить. А вот следующий кандидат на уничтожение не имеет столь громких защитников. Он просто слишком много и слишком неудобен. Даже если когда-то он был самым преданным другом. Америка — страна собак. Здесь на них тратят миллиарды долларов, покупают им одежду, празднуют дни рождения. Но параллельно с этим существует иная, мрачная сторона. Тысячи собак ежегодно усыпляются в приютах по всей стране. Не потому, что больны, а потому, что лишние. Особенно тяжело приходится определенным породам. Питбулям, ротвейлерам, стаффордширским терьерам. Их считают потенциально опасными, и они почти всегда первые в списке на усыпление. В некоторых приютах их даже не выставляют на усыновление, а сразу отправляют в усыпалку. Но почему? Потому что содержание собаки — это деньги. Корм, ветеринария, уход. И если животное сложное, старое, больное или непривлекательное, шансов у него нет. Более того, в некоторых округах действует норматив. Если собаку не забрали в течение определенного времени, она подлежит усыплению. И никому нет дела. Некоторые приюты даже получают финансирование за сокращение численности. Чем меньше собак, тем лучше статистика, тем выше шанс получить гранты. Это жестокая арифметика. И каждый день она забирает сотни жизней. В США принято любить собак, но только пока они молоды, красивы и не создают проблем. Что же происходит, когда животное создает проблемы, но его уничтожение может нарушить законы природы? Вот тогда на арену выходит научный эксперимент, который давно вышел из-под контроля. На первый взгляд, лягушка — одно из самых безобидных существ. Но когда их тела начинают покрываться опухолями, вырастать дополнительные конечности, а поведение становится агрессивным, это уже тревожный сигнал. Именно такие мутантные амфибии начали появляться в прудах и ручьях по всей территории США, особенно в Миннесоте, Мичигане и Вермонте. Ученые обнаружили, что причиной мутаций стали химикаты, пестициды и гормональные отходы, сбрасываемые в водоемы. Некоторые из них имитируют эстроген и вмешиваются в развитие организма. Получается, что сами люди стали причиной появления поколений аномальных лягушек. Но что делает государство? Вместо того, чтобы решать корень проблемы, загрязнения среды, начались действия по устранению последствий. Мутантные лягушки стали объектами отлова, уничтожения и лабораторных экспериментов. Их собирают, усыпляют, препарируют, все во имя науки и экологической безопасности. Общество не реагирует, ведь это всего лишь лягушки, а на их фоне разворачиваются куда более странные и даже секретные истории. Особенно, когда к делу подключается Пентагон. Вороны — одни из самых умных птиц на планете. Они запоминают лица, распознают язык тела и даже умеют передавать информацию друг другу. Этим качеством в какой-то момент заинтересовались военные. По слухам, в начале 2000-х годов Пентагон начал эксперимент по дрессировке ворон для разведки. Птиц обучали находить определенные объекты, распознавать звуки и возвращаться к точке старта. Проект официально не подтвержден, но упоминания о нем просачивались через утечки и внутренние документы. Что пошло не так, неизвестно. Однако спустя несколько лет в ряде штатов
Штатов начали фиксировать необычное поведение ворон. Агрессивность, атаки на людей, стремление к технике и зданиям. В некоторых местах начали отстрел птиц, мотивируя это угрозой безопасности. Возможно, программа вышла из-под контроля, или просто вороны стали слишком умными для людей. В любом случае, решение оказалось стандартным. Если не можешь контролировать, уничтожь. Но даже такие странные истории блекнут перед тем, как Америка расправляется с теми, кого еще 100 лет назад превозносила и спасала от исчезновения. Когда-то бизоны паслись по всей территории Северной Америки. Их было миллионы, но к концу 19 века их почти полностью истребили. В 20 веке правительство США запустило масштабную программу по восстановлению популяции, и бизоны вновь стали частью национального наследия. Однако спустя десятилетия все изменилось. В национальных парках их стало слишком много. Они начали выходить за пределы охраняемых зон, разрушать заборы, угрожать фермерам и переносить опасные заболевания, особенно бруцеллез, вирус, смертельно опасный для скота. Фермерские ассоциации снова подняли тревогу. И снова начались отстрелы. Иногда официальные, иногда по-тихому. При поддержке местных властей. Бизоны, которых еще недавно спасали всей страной, теперь снова под угрозой. Только на этот раз с кивком одобрения от бюрократии. Самое парадоксальное, мясо и шкуры этих животных часто отправляются в продажу. Таким образом, на убийстве национального символа зарабатываются деньги. И все бы ничего, если бы не одно «но». Борьба с бизонами — это еще не конец. Глубоко в водах Северной Америки зреет другая угроза, которая в прямом смысле угрожает укусить всех, кто ее недооценит. Инвазивные рыбы – один из самых незаметных, но опасных врагов американской природы. Особенно азиатский карп, завезенный десятки лет назад для очистки каналов от водорослей. Рыбы вырвались на волю и начали заполнять реки, уничтожая местные виды, нарушая баланс экосистем и угрожая рыбной промышленности. В Великих озерах ведется настоящая война. Электрические барьеры, сети, отлов с помощью дронов – все ради того, чтобы не допустить карпа в озера, где он может уничтожить целые цепи питания. Правительство даже платит рыбакам за каждого пойманного карпа. В некоторых районах появились частные компании, которые зарабатывают на уничтожении этих существ. Кто-то делает из них корм для животных, кто-то удобрения. Но главная цель одна — убить как можно больше, как можно быстрее. Иронично, что эти рыбы когда-то были решением, а теперь дорогостоящая угроза. Однако именно эта история подводит нас к финалу, где открывается истинная суть всех этих смертей. Когда смотришь на все эти истории от мустангов до рыб, возникает закономерный вопрос. Почему? Ответ прост. За каждой смертью, за каждой программой контроля популяции, за каждым выстрелом из вертолета стоят деньги. Животные становятся цифрами в отчетах. Их стоимость в живом виде — расходы. Их смерть — прибыль. От государственных грантов до контрактов на утилизацию, от добычи мяса до лицензии на отстрел. Индустрия уничтожения огромная и почти невидимая. И хотя на поверхности это всегда объясняется экологией, защитой людей, борьбой с инвазией, под этим слоем всегда скрываются интересы бизнеса и бюрократии. В Америке, как и везде, мертвый дешевле. Так что в следующий раз, когда ты увидишь милую лошадку в рекламе или кошку на подоконнике, помни, если они вдруг станут слишком неудобными, их просто уберут. Тихо, быстро и, как всегда, по расчету.